Всем привет, и вы на канале Тадж Махал. Вторая серия нашего ролика будет о том, как мы собрали весь мусор и во сколько нам обошлась работа трактора и вывоз мусора на КАМАЗах. Пригласив экскаватора, я ему сказал, что примерно будет у нас пару КАМАЗов мусора, которые нужно будет вывести. Понемногу стали очищать участок, доставая старые корни из земли и собирая их в кучу. Под слоем старой травы оказалась очень даже плодородная черная земля, в которой было червяков на 1 квадратный сантиметр штук по 20, наверное, не меньше. Оставалось их только собрать в банку и отправиться на рыбалку с удочкой. Но в этот день нам было не до рыбалки. Мы продолжили очищать участок, после чего свалили старый электрический столб. Он был настолько стар, что сдался нам без сопротивления. Сломали его за 2 секунды, даже не успев опомниться. Но помимо электрического столба на участке мы нашли один неплохой бонус. Об этом бонусе я расскажу в самом конце. Буду держать своих зрителей в небольшом напряжении. Помимо мусора нам удалось собрать еще немало чермета, который мы в дальнейшем будем сдавать. И об этом будет отдельный ролик. Сколько можно будет выручить денег с этого металла. А металл еще толстый, с советских времен. Поэтому вес там, я думаю, будет серьезный. Помимо металла на участке оказалось столько хлама, то куча наша с мусором все больше и больше превращалась, похоже, на гору Эверест. Короче, 5,5 часов безудержного веселья у нас ушло на то, чтобы свалить старые деревья, выкорчевать корни и просто сделать порядок на нашем участке. После того, как основной массив работы был выполнен, водитель экскаватора приступил к тому, что стал собирать все в одну большую кучу, для того, чтобы потом в дальнейшем можно было грузить это все в грузовые машины и отправить это все на свалку. Небольшая заметка. КАМАЗ грузоподъемностью в 20 тонн за вывоз мусора берет 5500 рублей. Тот, что КАМАЗ поменьше, берет 4500 рублей за вывоз мусора. А мусора, как вы видите, на участке очень даже достаточно, и 2 машинами здесь мы не обошлись. Участком по итогу я оказался доволен. Собрав весь этот мусор в общей куче и вывезя их на КАМАЗах, 4 полных машины отправились на свалку. Но и еще осталась целая куча, возможно 2, а то и 3 машины придется догружать в следующий раз. Окончательный сбор мусора произошел у нас уже под светом фонарей. Собирали это все очень долго и муторно, и решили перенести наше мероприятие на следующий день. Так как была уже вечер пятницы, мы начали вызванивать КАМАЗы, которые должны были приехать, чтобы загрузиться. И это оказалась целая история. Многие уже не хотели ехать на работу, хотели просто немного отдохнуть и расслабиться в пятничный вечер. Но этим планам не суждено было сбыться. Так как дядя Сережа сам не пьет и другим не советует, нескольких водителей нам удалось вытянуть на рабочую площадку, где мы начали грузить их КАМАЗы полностью под завязку, чтобы закончить этот объект побыстрее и отправиться уже в горизонтальное положение на диван и наслаждаться отдыхом. Так как заезд на участок был у нас затруднен висящими над въездом проводами, мы соорудили целую палку, чтобы поднимать эти провода и запускать КАМАЗ. Этот момент, конечно, не попал на видео, так как сам оператор, то бишь я, поднимал палкой провода. После чего мы стали загружать КАМАЗы всяким мусором, и участок стал приобретать уже настоящий вид. На мой взгляд, конечно, проще, наверное, покупать чистые и ровные участки, чтобы не заниматься теми работами, которые представлены в данном ролике. Но для меня такие заросшие участки — это как непрочитанная книга. Есть мысли и идеи в голове, и когда она реализовывается, это как награда для спортсмена. Получив ее, ты радуешься как ребенок. Для меня еще одним плюсом в этой всей истории нравится то, что, расчистив старый участок, вывезя хлам и приведя его в порядок, я считаю, что делаю хорошее дело. У людей появляется дом, а в нашей стране становится меньше заброшенных и захламленных участков. Ну что, можно подвести итог нашего дня. За трактор я отдал 15 000 рублей, а вывоз мусора обошелся мне в 20 000 рублей. Но еще напоминаю, что нам придется еще раз вызывать трактор и еще вывозить мусор, так как еще у нас осталась целая куча, в которую поместится еще как минимум пару машин мусора. Ну вот и долгожданный бонус. Опа, друзья, вот и первая находочка. Старая
чугунная колонка, заросшая. И вот здесь самое интересное. Та-дам! Колодец с водой. Короче, все отлично.